Панамский канал. Судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама. Длина судоходного канала 81 километр, в том числе 65 километров пересечения суши и 16 километров по морскому каналу с углублением дна по Панамской и Лимонской бухтам. Для прохода судов в глубокой воде общая ширина 150 метров, ширина исторических шлюзовых камер 33 метра, глубина 12 метров. Официально открыт 12 июня 1913 года. К сооружению канала США приступило в 1904 году. Главным инженером канала стал Джон Фрэнк Стивенс. На строительство потребовалось 10 лет, 400 миллионов долларов и 70 тысяч рабочих, из которых, по американским данным, около 5600 человек погибло. Панамский канал контролировался США вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего был передан правительству Панамы. Строительство Панамского канала стало одним из крупнейших и сложнейших строительных проектов, осуществленных человечеством. Панамский канал оказал неоценимое влияние на развитие судоходства и экономики в целом в западном полушарии и во всем мире, что обусловило его чрезвычайно высокое геополитическое значение. Благодаря Панамскому каналу больше не нужно огибать Южную Америку, и морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22 тысяч километров до 9 тысяч километров. Канал пропускает через себя суда самых разных типов, от частных яхт до огромных танкеров и контейнеровозов. Максимальный размер судна, которое может пройти по Панамскому каналу, стал фактически стандартом в судостроении, получив название Panamax. После ввода в 2016 году дополнительных новых более объемных шлюзов появился дополнительный стандарт новый Panamax на более крупные суда. Суда, превышающие размеры при следовании из Тихого в Атлантический океан или в обратном направлении, вынуждены обходить Латинскую Америку вокруг мыса Горн. Проводка судов через Панамский канал осуществляется лоцманской службой Панамского канала. Среднее время прохода судна по каналу – 9 часов, минимальное – 4 часа. Максимальная пропускная способность – 48 судов в сутки. Ежегодно через сооружение канала проходят около 14 тысяч судов, несущих около 280 миллионов тонн груза. Канал перегружен, поэтому очередь прохода по нему продается на аукционах. Суммарная плата за проход судна по каналу может достигать 400 тысяч долларов. К 2002 году услугами канала воспользовалось уже более 800 тысяч судов. В декабре 2010 года канал впервые за 95 лет был закрыт для проводки судов из-за непогоды и повышения уровня воды в результате непрекращающихся ливней. Все шлюзы канала парные, что обеспечивает возможность одновременного встречного движения судов по каналу. На практике, тем не менее, обычно обе нитки шлюзов работают на пропуск судов в одном направлении. Размеры шлюзовых камер. Ширина 33 метра 53 сантиметра, длина 304,8 метра, минимальная глубина 12 метров 55 сантиметров. Каждая камера вмещает 101 тысяча кубических метров воды. Проводка крупных судов через шлюзы обеспечивается специальными небольшими железнодорожными локомотивами на электрической тяге, называемыми мулами. На своем протяжении канал пересекается двумя мостами. Вдоль канала между городами Панама и Колон проложена автомобильная и железная дороги. Сборы за проход по каналу официально взимаются администрацией Панамского канала, государственным учреждением Панамы.
Ставки сбора установлены в зависимости от типа судна. 23 октября 2006 года в Панаме были подведены итоги референдума о расширении Панамского канала, которое поддержали 79% населения. Принятию этого плана способствовали китайские бизнес-структуры, управляющие каналом. К 2016 году канал был модернизирован и стал пропускать нефтяные танкеры водоизмещением более 130 тысяч тонн, что существенно сократило время доставки венесуэльской нефти в Китай. Как раз к этому времени Венесуэла обещала увеличить поставки нефти в Китай до 1 миллиона баррелей в сутки. Начало работ по строительству третьей группы шлюзов было запланировано на 25 августа 2009 года. Администрация Панамского канала поручила эту работу консорциуму ГПК, группа Унидоспор ЕЛ-Канел, который 15 июля 2008 года выиграл тендер на строительство, предложив осуществить необходимые работы за 3 миллиарда 118 миллионов долларов и закончить строительство к середине 2014 года. Основным членом этого консорциума является испанская фирма Сакир Валехармасо. В апреле 2015 года в рамках реконструкции и расширения Панамского канала были установлены последние шлюзовые ворота. В администрации канала это событие назвали историческим, отметив, что новые шлюзы начнут принимать суда во втором квартале 2016 года. 26 июня 2016 года по обновленному и расширенному каналу прошло первое судно, которым стал китайский контейнеровоз. В результате к 2016 году через Панамский канал смогли проходить супертанкеры водоизмещением до 170 тысяч тонн. Максимальная пропускная способность канала возросла до 18,8 тысячи судов в год. Грузооборот до 600 миллионов ПКАМС. Реконструкция обошлась в 5,25 миллиарда долларов. Благодаря ей к 2017 году бюджет Панамы будет ежегодно получать 2,5 миллиарда долларов доходов от канала, а к 2025 году доходы возрастут до 4,3 миллиарда долларов. В июне 2013 года Национальное собрание Никарагуа одобрило проект строительства нового канала, который станет конкурентом Панамскому каналу. Стоимость проекта 40 миллиардов долларов. В 2014 году этот проект был утвержден. По состоянию на 2017 год проект заморожен в связи с отсутствием финансирования. В июле 2014 года был объявлен окончательный маршрут Никарагуанского канала, соответствующего по ширине и глубине параметрам современных судов и призванного стать альтернативой Панамскому.